Всем любителям творчества привет! С вами я, Ксения Назарова. Я рада вас приветствовать на своем канале «Красота в деталях». Сегодня мы с вами сделаем вот такую прекрасную корзиночку или лукошко с ягодами и цветами из глиттерного фоамирана шириной 2 мм. В своем видеоуроке я покажу, как при помощи 6 квадратов сделать вот такое лукошко абсолютно в разных масштабах. Можете сделать поменьше, побольше и совсем большое украсить его даже живыми цветами. Грядет у нас с вами большой христианский праздник Светлое Христово Воскресенье. И мы будем обязательно украшать свой стол различными инсталляциями, цветочками, будем красить яйца. И вот в такое лукошко очень хорошо можно сложить различные либо декоративные яички разноцветные, либо настоящие. А также сделать мини-версию вот с такими прекрасными ягодками земляники и цветочками, о которых я рассказывала в прошлом своем мастер-классе. Оставайтесь со мной, друзья, запаситесь терпением, привлекайте к творчеству своих деток, возьмите фоамиран. Давайте начнем наш видеоурок. Итак, давайте приступим к созданию нашего чудесного лукошка с цветами. Основной материал, который очень удобен для работы, это глиттерный фоамиран шириной 2 мм. Я взяла нежно-розового цвета. Перед тем, как делать само лукошко, скажу, схему, которая работает для любого габарита наших корзиночек. В общем, в зависимости от того, какой вы возьмете квадрат, такой величины лукошко у вас и будет. Таким образом, я взяла квадрат со стороной 4,5 сантиметра и расчертила себе вот такой большой куб, в котором уместилось 9 вот таких квадратов. Когда эта работа сделана, когда мы расчертили все, находим верхний квадрат посерединке. И вот на этой стороне тоже эту сторону делим ровно пополам. И зеркально к нему такой же квадрат снизу посерединке. Тоже делим напополам. И рисуем треугольник. Сейчас мы делаем шаблон для будущей корзиночки. Находим, вот эту сторону, вот эту. И каждую сторону делим на 3 равных части. Я уже это сделала. Какая бы ни была сторона вашего квадрата, делим на 3 равных части. Зеркально внизу то же самое делаем с этими сторонами. И чертим линии, не затрагивая этот квадратик серединки. Сразу для нижнего квадрата и верхнего одновременно можно прочертить. Так, забыла, зачертила серединку, но это не важно. Вот такой шаблон мы теперь вырезаем из картона. Вот такая вот фигура у нас должна получиться. Здесь мы делаем надрезы до серединки, до квадратика, который в серединке. И получаем вот такой вот шаблон, из которого очень легко сейчас сделаем лукошко. Я перенесла уже эту заготовку на фоамиран, прочертила острой палочкой и вырезала. С одной стороны у меня фоамиран с блестками, и это левая сторона. Сейчас при помощи термоклея мы сложим из этой формы кузовок. Так, держим треугольник к себе блестящей частью и складываем вот таким вот образом, будем складывать. Правую сторону и левую. Уже получился кузовок, и с другой стороны сделаем то же самое. Фиксировать буду на термоклей.
Можно такую форму делать из любого материала, даже из простой цветной бумаги, из картона. Наношу каплю клея. Аналогично поступаем с другой стороной. Такой вот получается кузовок, видите, к которому нужно приделать еще ручку. Для этого беру полоску фоамирана длиной примерно 17 сантиметров и шириной 12 миллиметров. И делаю у нашего туесочка делаю ручку. Такая вот корзиночка получилась, и теперь можно ее еще дополнительно декорировать. Помимо того, что мы туда будем помещать вовнутрь, украшать ее цветочками земляники из предыдущего мастер-класса, я хотела бы еще показать идеи, как можно украсить нашу корзиночку по краю. Вот у меня такая прекрасная есть тесьма. И можем подклеить по краю таким вот образом нашу корзинку, придав ей некоторую ажурность. Либо вот еще вот такая тесьма у меня есть, тоже очень нарядная. Поклею и ручку, и также оклею ее по краю. Сначала займемся ручкой. Тоже на термоклей продублирую нашу корзиночку такой прекрасной тесьмой. Воспользуюсь термоклеем для этого.
с таким краешком лукошко будет, конечно, выглядеть намного аккуратнее. Будет выглядеть как законченное изделие. Вот такая вот миниатюрная корзиночка, готовая, чтобы украсить ее, что-нибудь в нее сложить. В данном случае попробую украсить рукотворными цветочками, ягодками. Если взять вместо вот такого вот квадратика, квадратик побольше, например, 6,5 сантиметров со стороной, то лукошко у вас получится уже побольше. Да, и очень хорошо может подойти на пасхальный стол, разноцветные яички сложить, ну и так далее, как вы захотите. Из того же фоамирана можно сделать корзиночку побольше. Таким же образом ее украсить. Пока наша корзиночка отдохнет, сделаем некоторые заготовки. В прошлом мастер-классе я показывала, как сделать вот такую небольшую заколочку из разных элементов, из фоамирана, из полимерной глины самозастывающей, которая нам напоминает землянику лесную. Я показывала, как делать такие цветочки, ягодки, листики. Это все будет участвовать в декоре нашей корзиночки 8-мартовской. Поэтому я заранее приготовила уже элементы все. И для того, чтобы заполнить эту корзинку, не делать слишком уж много цветочков, заполнить пространство, я буду использовать вот такие вот заготовочки, тоже из темно-зеленого фоамирана. Ими будем заполнять нашу корзинку. 4 штучки я уже сделала, и сейчас покажу, как изготовить еще несколько таких заготовок. Так, что у меня имеется? У меня имеется кружок диаметром 8 сантиметров. Вот мы обводим его, процарапываем на тонком фоамиране шириной 1 миллиметр. Такой кружок. 5-6 штучек нам понадобится, таких кружочков, чтобы заполнить пространство корзинки. Вырезаем. Теперь мы складываем кружочек пополам, делаем 2 надреза, не очень глубоких, 1,5 сантиметра, может быть, где-то. Делаем еще раз пополам
Еще насекаем 2 раза. И делаем еще по 2 надреза на каждом секторе. Теперь, чтобы сделать это более симметрично, сначала закругляем все лепесточки с одной стороны, стараясь сделать одинаково это. Переворачиваем и делаем то же самое. Вот такая заготовка у нас должна получиться. Покажу еще раз. Складываем пополам. Делаем 2 надреза. Теперь противоположную сторону тоже складываем, режем. И делим каждый сектор еще. Делаем еще 2 надреза в каждом секторе. Скругляем лепесточки. Переворачиваем в другую сторону и скругляем вторые половинки лепесточков. А теперь нам потребуется зажигалка, настроенная на минимальный огонь. И для этой манипуляции требуется некоторая сноровка. Нам нужно быстренько разогреть огнем зажигалки фоамиран. И пока он горячий, зафиксировать его, вот как конфетку, вот в таком вот состоянии. Если вы недостаточно разогреете фоамиран, то он порвется. Если переборщите, то он может воспламениться и деформироваться сильно. Поэтому буквально на 1 секундочку разогреваем и поворачиваем лепесточек. Вот что у нас получилось. Это будет такая декоративная травка. Снизу подогреваем лепесточек. Сразу же поворачиваем его, пока он горячий. И некоторое время держим, чтобы зафиксировать.
Теперь мы наносим капельку клея в серединку, стараясь прихватить только в самой серединке, чтобы у нас эта заготовка поглотила больше пустого пространства. Видите, у нас уже довольно-таки объемная деталь получается, которая заполнит наше лукошко. Хочу сказать, что очень много продается готовых уже цветочков для скраббукинга из бумаги, из ткани, которыми можно уже готовыми, быстренько выстелив дно кузовочком, например, фольгой или пенопластом, быстренько оклеить всевозможными цветами, даже из бумаги. Конечно, это займет гораздо меньше вашего свободного времени, но результат все равно будет очень-очень классным, симпатичным. Теперь можно несколько деталек тоже у основания немножко прихватить на капельку клея, чтобы удобнее было потом вклеивать в корзинку. Примеряем. Уже у нас есть объем. Прекрасно смотрится все. Клеить будем к стеночке, можно к одной стенке и к другой. И в серединке. Цветочки, ягодки, клубнички, землянички я рассчитываю вклеить между крылышками моих заготовок, чтобы они выглядывали оттуда. Для этого буду формировать такие небольшие соцветия по 3 штучки и подклеивать их к нашей композиции. И ягодка. 2 цветочка и ягодка, например. Ну или как вы захотите. Можно подклеить листочек. Из проволоки и бусин разного диаметра я сплела еще вот такие вот ягодки. Не знаю, что-то типа красная смородина или
тоже лесные ягодки, которые тоже будут украшать мое лесное лукошко. Наносим несколько капелек клея, можно на саму корзиночку, и аккуратно подклеиваем. Такое вот лесное лукошко с земляникой у меня получилось. Если вам понравился мой мастер-класс, оставайтесь, пожалуйста, со мной, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И до новых творческих встреч. Пока-пока.